Джиму было чуть за 30, когда он приехал в Лондон из Австралии, где жил с матерью. Приехал на недельку, да так и остался. Обычная история: потерял документы, а работы так и не нашел, перебивался случайными заработками, создал группу, но пробиться не получилось. Вышло так, что единственным верным другом стал героин. Эта дружба чуть не стоила Джиму жизни, тормознуть удалось уже на самом краю. Разумеется, во всем было виновато тяжелое детство, хотя когда тебе за 30 уже нет разницы, кто виноват, начинаешь смутно догадываться, что всю эту кашу заварил сам. Мама Джеймса объехала полмира в поисках себя, жила то там, то здесь, нигде не задерживаясь надолго. Сына в этих странствиях она потеряла, угрюмый подросток с чудовищным акцентом становился изгоем в каждой новой школе. Единственное, что он умел в жизни – играть на гитаре, но в приличные места его не брали. В Лондоне он выступал на площади Ковент-Гарден. Помощь Джеймсу оказывали по муниципальной программе, благо гражданство у него было английское. Муниципалитет и жилье предоставил, крохотную квартирку на окраине Лондона, бедный квартал, грязно, лампочка в подъезде не горит, но впервые свое гнездо. Как-то в марте Джеймс увидел в подъезде кота. Большой рыжий кот спокойно сидел на коврике у двери, то ли ничей, то ли потерялся. На следующий день кот был на том же месте. Худой, в шерсти проплешины. «Куда мне кота? Я себя-то еле кормлю», — подумал Джеймс, но кота пожалел, решил подлечить его. А потом, может быть, и хозяин найдется. Время шло, кот был подлечен, шерсть у него заблестела, на ребрах нарос жирок. Кот гулял сам по себе, уходил и приходил, но исчезать обратно туда, откуда он пришел, не спешил, вел себя так, как будто у него теперь есть хозяин. Ради кота Джиму впервые пришлось обращаться в официальные инстанции, обычно он этого избегал. Кот получил электронный чип. Глядя на документ, в котором он был записан как хозяин животного, Джеймс подумал, что его жизнь, утекавшая сквозь пальцы, впервые обретает какую-то плотность. Теперь он отвечал не только за себя. Он дал коту имя Боб. Однажды Джеймс взял кота с собой на работу в Ковент-Гарден и обнаружил, что, во-первых, в уличной суете кот чувствует себя как рыба в воде, а во-вторых, с котом можно заработать больше. К концу дня рюкзак стал тяжелым от монет. Небывалую выручку Джим по-братски разделил с компаньоном, коту купил хорошей еды, а себя покормил в ресторане. Продажа журнала могла бы стать для Джеймса первой ступенькой в карьерной лестнице, но он хорошо понимал, что этот шаг невозможен, пока он окончательно не вылечится от наркозависимости. Все это время Джеймс принимал метадон, лечился по программе заместительной терапии, в России это запрещено. То есть вместо одного наркотика он официально получал другой. Принимая таблетки, Джеймс мог заниматься своими делами, не боясь, что начнется ломка. Но метадон был бомбой с часовым механизмом, схему и время приема нарушать было нельзя. Таков первый этап программы. Если человек выражал желание окончательно порвать с наркотиками, нужно было договориться с врачом, чтобы постепенно менять схему. Кульминацией становились 2 суток, которые нужно было провести без таблеток. Джеймс очень боялся ломки, но решающим аргументом стал кот. Кроме Джеймса некому было его кормить. Кот помог и продержаться. Он, как сиделка, провел с ним 2 ужасных суток. Джим бредил, дрожал и метался в кошмарах, а кот мурлыкал и успокаивал, вроде как держал за руку, ближе кота никого не нашлось. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.